У меня тут совершенно новый, принципиально иной продукт. И я пока разглядываю и пока не совсем понимаю, как этим пользоваться, но это что-то очень сильно интересное. У меня есть буклет. Вот такой красивый у них слоган. В общем, это продукт, который содержит в себе базы цвета топ в одной ручке с гелем. Ну, по идее, удобная штука. Но самое прикольное, что написано, что можно просто отклеить. Конечно, я хочу пробовать. Здесь есть подробная инструкция, как пользоваться. Не надо, оказывается, ничего шлифовать. Главное только обезжирить ногтевую пластину. И это один из секретов длительного ношения маникюра. В общем-то, все предельно ясно. Поворачиваем ручку по часовой стрелке, пока кисть не пропитается гелем. Наносим первый слой гель-лака, чтобы избежать неровности. Ориентируйся на первый ноготь. Капля геля размером с крупную жемчужину. Ну, все понятно, стандартное выравнивание. Дальше нам нужно будет просушить, поместить под LED-лампу, чтобы покрытие затвердело. Время сушки 10 секунд, при мощности 6 Вт 20 секунд. Мне также положили вот такую лампочку-малышку. Я сейчас ее открою. Обожаю лампы маленькие всякие. Так, чем бы мне ее открыть? Здесь, кстати, есть также на русском. Подключите USB кабель. Сейчас посмотрим, что у нас тут с USB кабелями. Ну, то есть я осмелюсь предположить, что это продукт, так, прочитаем, все, что это продукт для домашнего применения. Это очень хорошо должно подойти. И какая она миленькая. Только посмотрите. Такая вот милаха. Да, у меня когда-то была подобная лампочка. Ну, то есть здесь есть кнопка и есть USB-провод. Да, сейчас мы все это подключим. Удовольствие это находится вот в такой коробочке. В принципе, удобно. Почему бы и нет? Но лампу пока отложим в сторону. Я хочу вернуться к этим стикам. Ну, с инструкцией все более-менее понятно. 27 цветов. Ну, достаточно много, очень интересно. И, по сути своей, это однофазник, насколько я понимаю. У меня есть несколько неоновых оттенков. Я прям даже не знаю, за какой браться. Ну, соответственно, красный, прозрачный, бордовый, нежно-нежно-голубой, розовенький есть. Прекрасный стиль. Дальше смотрим. Подождите. Белый, вот этот прозрачный, этот белый, а этот какой-то с дизайном. Ну что, будем пробовать. Ну, начнем с моего любимого цвета, наверное. Такой рыже-оранжевый. Я хочу его скорее открыть. Легко удалимый гель-лак премиального качества позволяет насладиться маникюром даже на один день. В общем, для тех, кого бесят ногти через один день, я думаю, что этот продукт подойдет идеально. Кстати, вот как бы смех смехом, но действительно есть такие люди, кого начинает достаточно быстро раздражать гель-лак. Так, давайте сначала обезжиримся. Я хочу покрыть прямо на это, потому что мне очень интересно посмотреть, как же это будет работать. Потом, если что, все переделаю. А может быть, не надоест завтра, да? Такое же тоже может быть. Так. Я сейчас здесь лампу поставлю себе. Потом малышку протестирую. Ну что? Вот, извините. Не тот сторона. Простите, пожалуйста. Так. Есть маркировка с тем, какой цвет. И давайте будем крутить. Прям страшно. Да, крутится только в одну сторону. Я думаю, что надо как-то вниз это. Главное, лишнего не накрутить. Звук стал меняться. Так, пошло. Пошла массовка. Так, обезжириваем. Ну что, поехали. Так, друзья. Свет я вам забыла включить. Давайте будем смотреть. Так. Ну, учитывая, что ноготь у меня, конечно, не особо подготовлен. Ну, почему бы и нет? Мне прям даже... Я просто, знаете, чего удивляюсь? Как это можно потом снять пленкой? Ну, ладно. Так, нанесли.
И отправляем в лампу. Очень интересно, будет ли он потом отсюда вытекать. Но по мне это значит, если это легко снимать, то есть это не твердый материал, это материал должен быть эластичный, так как везде на упаковке мы видим, как снимается все пленочкой. Ну, сейчас будем пробовать. Charm Stick гель. Прикольно. А еще у них есть твердые материалы. Я так понимаю, что можно базу сделать и можно еще сделать топ. Это мы будем смотреть. Очень интересно. Прям действительно необычные продукты. Я прям с большим удовольствием. Слушайте, он просох. Делаем второй слой. Надо немного приноровиться к этой кисточке. Так, мне как будто бы надо добавить материала. Нет, это мало. Я боюсь его много брать, чтобы он лишнего не тек. Так, все, пошло. Распределяется, кстати, вообще очень даже прилично. Так. Выравнивается, сразу хочу сказать. Так, единственное, что я немножко испачкала себе пальчик. Да, он очень хорошо выравнивается, быстро распределяется. Есть, конечно, все-таки, ну, у меня все-таки, как у профессионала, есть желание взять тонкую кисточку. Я не могу с собой бороться. Так что я ее все-таки возьму, потому что мне хочется слегка с кончика подсобрать материал. Все-таки хочется архитектуры какой-никакой. Но, знаете, я бы такое брала, наверное, куда-нибудь с собой. Если эта штука будет сниматься с обычного геля, это будет гениально. Ну, то есть, если вот с этих ногтей я смогу снять эту штуку и потом перекрасить другим цветом, это же вообще круто. Поехал куда-нибудь, сходил на одно мероприятие, потом сходил на другое. Ногти постоянно меняются. Круто. Мне кажется, это мечта каждой девушки. Каждый день иметь разный маникюрчик. Тепленько, но не горячо. Нормально. Это при том, что я сушу в такой лампе, которая прям, 48. Так, вот это, скорее всего, я сейчас оботру, потому что... Так, я, конечно, его не оставлю. Да, слегка вытру, и можно отправлять стик. Слушайте, очень даже ничего. Так, неоново-оранжевый мы протестили. Теперь желтый. Здесь, кстати, несмотря на то, что бренд японский, кстати говоря, да, вообще сейчас редкость. Днем с огнем такого не сыщешь. Все абсолютно упаковки прописаны на русском. То есть вот, пожалуйста, способ применения. Прекрасно. Состав тоже на русском, понятными словами. Срок годности. Все есть. Это, конечно, ценно. Так, я думаю, что желтый будет красивенький. Но, кстати говоря, желтый-то он же сложный в нанесении. Сейчас мы его и посмотрим. Так, блин. Ну все, здесь никакого липкого слоя нет. Кайф. А может и несколько дней тогда походить, слушайте. Так. Этот был N1. Вот я их даже по очереди решила красить. Так, для начала, чтобы как бы раскочегарить, придется покрутить. То есть, видимо, чтобы оно начало работать. А потом уже легкое прокручивание будет давать... Вот оно. Прекрасно. Потом уже легкое прокручивание будет давать достаточный объем материала. Желтый, как всегда, слегка витражит. Это часто встречается в неонах. Так, смотрите, много только не крутите, чтобы не вылезло лишнего материала. Понятное дело, если кутикула будет адекватно обработана, то у вас ляжет это все ровнее. Но у нас эксперимент, и я хочу действительно узнать, будет ли это работать так, как мне хочется.
И это же будет очень круто, если так получится. Ну, желтый. Сложный, но тем не менее... Слушайте, выравнивается вообще сам. Какая прикольная штука. Мне понравилось. Да. Есть какие-то там, ну, неровности. Мне тут что-то попало. Какая-то ворсинка, волосинка. Так, ворсинку надо убирать. Все, попалась. Попалась моя ворсиночка. Так, смотрим, чтобы не было никаких наплывов. Вот если бы я делала маникюр, у меня были чистые синусы, конечно, было бы все немножечко легче. Ну да ладно. Все, прекрасно. И сушим. Еще у меня есть 3 как раз неоновых оттенка, которые я нанесу на остальное. А вот это я могу нанести на вторую руку, да? Кайф. Это же с какими-то блесточками, видите? Это вообще интересно, как интересно будут вытекать блестки из такого стика. Прям завораживает меня эта история, конечно. Так. И дальше. Наносим желтый. Сейчас нанесу тонкий слой. И потом нанесу каплю. Так, поворачиваем. Дожидаемся капельку. В общем, я пока красила, мне позвонили, и я за телефонным разговором перекрыла себе на самом деле 2 руки. То есть это у меня была со втиркой, и я ее покрыла. Сейчас я покажу, чем. Куда я положила этот стик. Вот он. Его обратно сложила. Этот будет мой фаворит. 26 номер, потому что это офигенские красивые блесточки. Здесь 2 тонких слоя, то есть вот здесь я немножко выравнивала, наносила немножко объем, а тут я прикрыла прям тоненько. Я вообще боялась, что блестки будут плохо... Давайте я вам покажу на фиксе тогда. Боялась, что блестки будут плохо вылезать из стика, но, как видите, все прекрасненько из него выходит. То есть это, сейчас добавим, это прозрачный гель. Но в нем есть какие-то блестящие кусочки красивые. То есть если вот прям в супер тонкий слой, вот смотрите, он сначала полосит, и сейчас пока я буду разговаривать, он постепенно начинает самовыравниваться. Либо если вам надо побольше объем, так, вот она капля, можно нанести объемчик и побольше. Вот таким образом. И сейчас я, как обычно, тоненькую кисточку возьму какую-нибудь. Ну, в принципе, пока я тут свою кисточку доставала, оно все само распределилось. Вот видите, он потихоньку выравнивается. Были бугорки, где-то блесточки стояли неровно. То есть это нормальная практика в блестках, когда они встают поперек. И тут все готово. То есть вот он на прозрачном и на втирке. Отправлю в лампу, рассушу. Вот для хранения, то есть у нас есть салфеточки. Для хранения, конечно, я вытру излишки, то есть ни в коем случае не буду ставить в колпачке, в колпачок с каплей, потому что, ну, понятно, что это все потечет и будет некрасиво. Вот, интересно, будут ли они вытекать или нет, но писала производителю, спрашивала, говорят, что не будут. Ну, посмотрим, все проверим. Так, дальше. Все, он полностью просох. Сейчас дождемся, когда остынет, и я хочу его попробовать все-таки прямо отковырять. Сама хочу походить, посмотреть, как это будет все добро. То есть здесь я прям на всю руку сделала разные. Да, я сделала с отступом, потому что у меня уже как бы отросший маникюр. Но это не помешает. Мне, конечно, вот этот цвет очень понравился. Ну и вот этот. Хотя и этот тоже. Вот эти 3 прям
Хотя и зелененький, приятненький, и желтенький. Так, остывает. Смотрите. Реально отклеивается, слушайте. А, вот. Все. Нифига себе. Круть. Супер. Вот так он выглядит поближе, можно посмотреть. Улет. Бомба. Это, ну, то есть это мягкий, совершенно точно мягкий растворимый гель, типа биогеля или еще чего-то такого. Круто, давайте еще пробовать. Потому что у меня тут есть еще один цвет, который я прям хотела открыть. Это вот этот красненький. Так, открываем. Он не просто красненький, он с блесточками. Я вижу это по упаковке. Я уж как истинная любительница чего-то блестящего. Слушайте, как классно, можно же на одну типсу сразу все цвета выкрасить. Так, начинаю крутить по часовой стрелке. Напоминаю, что сначала нужно прям так прилично покрутить, а потом, о, все, вот оно произошло. Да, это красный. Давайте сделаем поближе. Нет, что-то некрасиво. Качество плохое, да, становится? Так, вот так сделаем. Видно, да? Красный с блесточками. Сейчас нанесем в 2 слоя, как положено. Блин, мне уже нравится. Такой кремовый. Супер. Кремовая консистенция. Блестки. Так, шлепаем в лампу. Так выглядит он на кисточке. Это номер 22. В общем, что я думаю? Для кого подойдет такой продукт? Для тех, кто любит каждый день меняться. Для тех, кому быстро надоедают ногти. Да, из серии сделал, ой, сейчас уже надоели, хочу другие. Поэтому имеет место быть. И я думаю, я, конечно, протестирую еще, как эта упаковка себя будет вести. В плане того, если ничего не вытекает, то просто закинул в чемодан, и все счастливы. Представляете, поехал на отдых. Сегодня с одним лаком, завтра с другим. Маленькую лампу с собой, ту, которую я показывала в начале. Вот эту крошку тоже положить ее в чемодан. Вообще проблем не составит. Надо еще глянуть, как он на педикюр, можно или нельзя. А еще знаете, что я узнала? Я узнала, что вообще эти стики появились в период ковида. В Японии. Это японский бренд, то есть действительно везут из Японии. Представляете, как японский автомобиль, только гель-лак. В общем, они появились во времена ковида как решение для тех, кто не может сходить на маникюр, потому что никуда нельзя было ходить. И способ травматичного безопасного снятия. По-моему, круто. Так, далее. Как я уже говорила, снимаем излишки вот таким вот образом. И вот так отправляем на хранение. Все, мне все нравится, все отлично. Сейчас просохнет, и мы будем смотреть, как оно себя будет вести. Блин, мне даже уже стало интересно. Может быть, я тогда отколупаю себе один. Как бы... Ох, ничего себе. Смотрите, как классно. Только я не уверена, что он у меня отдерется с этого, с гелем. Но со своего ногтя отдирается. То есть я как раз выкрасила с заходом на свой... Слушайте, нет, оно спокойно отдирается. Ну-ка, ну-ка. Так, надо только чем-то подцепить. Но это еще этим, который любит ковырять. Господи, боже мой. Работает. То есть мы можем сделать ногти. Кайф. Вы посмотрите. Можем сделать ногти гелем. И потом менять цвет. Я считаю, что это шедеврально. Для отпуска вообще вещи. Представляете, а если куда-то на мероприятие, да, сегодня у вас там красный прикид, завтра у вас другой какой-то. Раз, и все можно поменять. Так, просох. Супер.
Супер. Так, ну я хочу обратно только свой фиолетовый. Я вообще-то... У меня на него были планы. Так, давайте заодно и посмотрим, как фиолетовый у нас выкрашивается. То есть у меня здесь гладкая поверхность. И я совершенно спокойно... Так, вот я здесь как раз-таки его вытирала. Давайте только, знаете, что сделаем? Немножечко подстрижем его. Потому что одна ворсинка пошла прочь в систему. Все, нет ворсинки, нет проблем. Подкручиваем. Все, видим каплю. И начинаем красить. Ребят, ну, короче, для себяшек идеальте. На натуральные ногти вообще красота. Напишите в комментариях, кто бы тоже такую штуку хотел попробовать. Кому понравилось. Кому не понравилось, тоже напишите, скажите, почему. Понятное дело, что это не супер там какой-то профессиональный продукт, но никто на это и не рассчитывал. Это прекрасная возможность, когда нету другой возможности. И честно, я как человек, который красит лаками, я как человек, который вообще все постоянно тестирует, и я спокойно отношусь к, как сказать, к неидеальному маникюру, потому что я давно уже перестала биться в припадках, в приступах перфекционизма и прочего. То есть я прекрасно понимаю, что маникюр оценивается с расстояния, условно говоря, 80 сантиметров, то есть на вытянутую руку. Не нужно смотреть на маникюр вот до такой степени близко. Так на него никто никогда не смотрит. Знаете, так если рассматривать, то мне тут все вообще не очень. Мне потому что ногти отросли, ну и фиг с ними. Мне надо, чтобы было красиво вот так. Это нормально. Это, кстати, здоровая тема, адекватная. Так. Ну, я все равно похожу, посмотрю, конечно, сколько они будут держаться, если их не отрывать. Но для тех, у кого с нервишками не очень все в порядке, конечно, это прикольная будет история. Можно драть сколько угодно, и ничего тебе за это не будет. Но есть противопоказания, или как бы нюансы, да, это я тоже решила уточнить. Производитель не рекомендует наносить это на убитые ногти. То есть те ногти, которые у вас замахрились от того, что вы там сдирали до этого неправильно гель-лак, у которых поднятые чешуйки и не хватает дорсального слоя, вот на такие ногти нельзя наносить это покрытие. До добра не доведете. Вот до греха, пожалуй, да. Так, и так как я не могу просто накрасить ногти абы как, я все-таки чуть-чуть возьму тонкую кисточку и чуть-чуть выровню. Но мне очень нравится, что этот материал очень легко выравнивается. Прям вообще. То есть вот полосочки, которые остаются от кисточки, раз, и все абсолютно выровнялись. Так, я хочу добавить чуть-чуть объемчика. Мой профессионализм, конечно, мне не дает совсем на все это дело так спокойно смотреть, поэтому я немножечко выполню выравнивание, так как это однофазный гель. У него, кстати, средней плотности пигментации, и это тоже признак продукта, который, так сказать, не профессиональный, а все-таки для потребителей разного плана, то есть для себяшек, для тех, кто делает себе или не имеет возможности по ряду причин, то это плюс является, то есть это является плюсом, потому что сильно пигментированный продукт является исключительно профессиональным, потому что он у вас не просохнет, если вы нанесете его в слишком толстый слой. Улет. Просто улет. Пошла сушить. Все это дело у нас без липкого слоя, то есть накрасил и пошел. Я теперь хочу пробовать на ноги. Остановите меня кто-нибудь. Или не останавливайте, не знаю. В общем, все попробовано. Дальше буду смотреть, как это будет носиться. Посмотрим. Кстати, сохнет вообще быстро. Раз. И готово. В общем. Да, здесь не идеально, я согласна, но у меня маникюр не свежий, поэтому, простите, вот тут все нормально. То
То есть, понятное дело, что неплохо бы там пододвинуть палочкой, что-то где-то подпилить, но мы сейчас тестируем как бы в рамках непрофессионального использования, и именно так это нужно делать. То есть нечестно тестировать продукт, предназначенный не для профессионалов, в профессиональном контексте. То есть нужно было сделать так, как бы сделал любой пользователь. А именно вот так. И я считаю, что классная тема. А по поводу цены. Я знаю, что будут эти вопросы. Начнется: Алена, это так дорого. Слушайте, это стоит 1300 за стик, я узнала. Вот, и такого стика вам хватит на 13 полноценных покрытий. Ну, из серии можно, 13 маникюров, да, можно сделать. Средняя стоимость маникюра в моем городе 1700-1500 за один раз. Ну, как бы вот можете посчитать. Я считаю, что круто. У них, кстати, есть еще и профессиональный продукт. У меня здесь есть на тест. Взяла база и топ. Кстати, можем протестировать. Раз уж мы здесь с вами все собрались, почему бы и не да. Смотрите. Начнем с базы. Баночки, конечно, вообще супер няшечки. Знаете, в чем прикол? Из этих банок вообще ничего не выливается. Так. Ну, я осмелюсь предположить, что это что-то типа биогеля. Сейчас нанесем в такой какой-то адекватный слой и будем смотреть. Так, базу отправляем на просушку. Пока это все вытираем. То есть это база. И заметьте, да, вот я переворачивала эти банки, действительно ничего не вылилось. Это круто, потому что открыла я их где-то недели-две назад. Я их крутила-вертела, она у меня валялась вот так. Ну, так получилось, это было не специально. При всем при этом оно никуда не пролилось. Так, это хардтоп, он такой чуть-чуть голубоватый. Ну, баночки, конечно, мимимишечнейшие. Я не знаю, то есть это такая какая-то милота невозможная. Так, здесь у нас база, и рядом сделаем, сюда сделаем топ. По цвету они, конечно, различаются. База, как всегда, слегка желтит. Это значит, что, скорее всего, она что-то из серии каучуковая. Ну, надо отдать должное, выравнивается просто потрясающе. Круто. Не все жидкие топы так выравниваются. Ну, ценник, и, кстати, вот на эти баночки не скажу ценник, потому что их мне дали как тест, поэтому не знаю. Но, наверное, тоже приличный. Ну, потому что это все-таки, да, начнем с главного, что это Япония. Ну, вот, казалось бы. Вот так они приходят, полностью запакованные, запечатанные. Вот тут даже всякие надписи. Если кто-то знает японский, можете прочитать. То есть, если на стиках у нас есть наклейка, то тут... Ну, не знаю, кстати, знаете, другую посмотрим. Может быть, можно как-то это отковырять и посмотреть, что там есть. Нет, там ничего нет. Нету. Ничего нет. То есть вот так это будет. Ну, наверное, потому что тесты, они еще не сделали правильные этикетки, я думаю, в этом дело. Так, ну что, смотрим. Топ без липкого слоя, база, соответственно, липнет. Топ снимаем. Написано, что он хард. Он полностью просох. Сейчас он еще тепленький. И база. Да, база абсолютно эластичная. Все эти материалы легко растворимые. Так, топ смотрим. Ну, он не хард. Нет, он тоже эластичный. То есть это все у нас биогель. Они тут чуть-чуть трескаются. Ну так, умеренно. Это все-таки больше как биогели, а не же база. То есть это растворимая система. Но в истинный восторг меня, конечно, привело вот это. Это очень-очень прикольная тема. Я хочу пробовать дальше. Слушайте, ну раз сидим, я надеюсь, вам еще не наскучило. Так, это у меня что? Это у меня блесточки. А я хочу голубой цвет. Вот этот мне прям в душу запал. Так. Ну, как видите, ногти покрытые. Я не жалею. Это вообще не в моих правилах. Я всегда эксплуатируюсь очень нещадно. Так, ну давай, вылезай. Не хочет. Не сдается. Так, все, готов. Так, голубой номер 37.
Поехали. Раскручиваем. Пошло. Очень красивый цвет. Нежно, нежно, нежно-голубой. И прокрашиваем. Тонкий слой отправляем сушиться. И дальше у нас будет второй слой. Можно 2, можно 3 слоя накладывать. Можно слегка выравнивать. То есть вот это просто тонкие слои. Но при всем при этом оно все просыхает. Это самое главное. Выравнивающиеся свойства прекрасны. То есть вот материал для домашнего использования, то есть для непрофессионального использования, он обязательно должен хорошо выравниваться, потому что люди не знают, как ставить кисть. Ну, то есть если себяшечки, да, кто красит себе, конечно, вы не знаете, как правильно поставить кисть, как распределить материал, и, естественно, самовыравнивающее свойство это будет плюс. Так, сейчас мне нужна кисточка. Секундочку. Она у меня не чистая. Надо сделать чистую. Так, вот я пока тут за кисточкой ползала. Оно уже все распределилось. Но я все-таки... То есть хочется прям сделать супер-супер ровно. Цвет нежнейший, конечно. Мне нравится, что они похожи на крем. Это круто. Нежная нежность. Так. Все, готово. Ну, просто представьте себе, да, смоделированные ногти. Ну, такие обычные, да, просто там топом перекрытые. И вы берете с собой такой стик и можете просто каждый день менять маникюр. И это ли не кайф, а? Это ли не чудесная чудесность? Короче, я доволен. Не знаю, как вам, мне хорошо. Мне очень нравится. Даже если вам не нравится, как говорится. Ну, на вкус и цвет, естественно. Конечно, у всех все разное, я согласна, но такой продукт имеет место быть. Он, кстати, очень хорошо зайдет во всяких, знаете, там яблоках, литуалях и так далее. Так, готово. Начинаем подковыривать. То есть надо просто найти вот чем-то остреньким. Класс. Я не могу, я просто буду с этого кайфовать. Просто буду балдеть. Улет. Вот и все, вот и все. Вот такая у меня была распаковка и обзор бренда OMD. То есть есть профессиональная линейка и есть что-то для непрофессионального использования. Выглядит это вот так. Ну, тут все понятно, да, что нанес, и все это отрывается. И также то, что показывала в начале, это брошюрочка с подробной инструкцией. То есть справится абсолютно любой. Вот время сушки при мощности 36 Вт 10 секунд, а при мощности 6 Вт 20 секунд. Вот эта лампочка, она 6 ваттка, скорее всего. Ну, не написано какая. А вот лампочка Made in China, прикол, да? Ну да, скорее всего, небольшая мощность, но для варианта с собой почему бы и не дам. На этом у меня все. Пишите ваши комментарии, как вам такой обзорчик. Делитесь своим опытом, кто пробовал этот бренд или, может быть, какие-то подобные, которые вот так отрываются. Расскажите, как у вас. Если кто-то на педикюр пробовал, тоже поделитесь, пожалуйста, ладно? Все, у меня на этом все. С вами была Алена. Вот вам мое сердечко. И вы своих сердечек для меня не жалейте. Пока-пока.